Всем привет! Сегодня мы с вами приехали в замечательный отель Фестивал, который находится в Сиде. Путевки мы бронировали 5 января из Санкт-Петербурга. Они нам обошлись в 205 тысяч, а сам отель обошелся в 120 тысяч или 1200 евро, а с перелетом 205 на 13 дней. Добирались мы до отеля 11,5 часов от парадной до входа на ресепшн. Проживать в этом отеле мы будем с 13 мая по 25 мая, 13 дней. 13 дней все включено. Заселили нас 5-7 минут буквально. Я в этом не участвовал. За все отвечала Оля. В этой серии мы рассмотрим все плюсы и минусы этого отеля. Плюсов, конечно, здесь намного больше, чем минусов, но минусы тоже существуют. 4 обзорных лифта в этом отеле, которые ни разу, к счастью, не ломались. Проблем не было с лифтами. Нам дали прекрасный номер на 5-м этаже. Самое главное, что не на 6-м. Самые плохие номера — это эконом-класса, это 6-й этаж, где нет крыши на балконе. Это ужас. Уборка номера проходила регулярно. Нажал на кнопку, там лампочка зажглась. Уборщицу вызываешь, уборщица приходит. Через день мы ее вызывали. Приходила, все убирала, пополняла. Мини-бар. Все было отлично насчет уборки. Это плюс. Плюс еще этому отелю, что у него есть выход на крышу. Даже по крыше можно погулять. Мы любим что-нибудь экзотическое найти в каждом отеле. В номер мы приходили только на тихий час. И ночью иногда спали в номере 12 ночей. А так проводили время, все время на свободе, с чистой совестью. Номер нам понравилось. Были даже кровати, холодильник, который работал. И так как Gold Twins в Алании мы жили, там кроме мошек и вони ничего не было в холодильнике. В душе никаких экзотических шампуней или что-то, ничего не было. Все как обычно. Мы этим не пользовались, у нас все было с собой. Душ был, правда не было дверки стеклянной, которая закрывается, но это не критично. Нам это как-то было пофиг, веники. Главное, что был сам душ, вот и все. Вид из окна нам понравился. Бомбический вид из окна. С видом на горы и с частичным видом на море. Это уже номер дорогого стоит. Это вам не это. Отзывов пишут. Вот кондиционеры от соседнего отеля все время работают. Зона это рабочая. Тут все время шумят, не знаю. Мы в это время не были в отеле. Мы тут не сидели в этой комнате. Там море видно. Не знаю, нам нравился вид. Очень обалденный этот номер. Естественно, этот дороже, чем мы заплатили. Холодильник прекрасный. Мини-бар пополнялся все время бесплатно. Все было в изобилии. Вода, соки. Бублигум. Что еще надо человеку, чтобы отдохнуть? Телевизор работает, там 100 каналов. Нам понравилось. Вот какая-то полоска в углу, как люди пишут в отзывах. Пятна на потолке.
Мы спали с закрытыми глазами и не смотрели, какая там уставшая мебель или пятна на потолке, пятна на плинтусах. Мы этого не искали. Мы приходили и отдыхали. И отдыхали в свое удовольствие в этом отеле. Так что номер – это большой плюс. И я вам советую, приехали, заселились и отдыхайте. Главное, чтобы был чай, кофе, значит, номер в нормальном состоянии. Все надо, конечно, проверить, чтобы все работало, экраны и телевизоры. Если вы остались в отеле и забронировали предварительно лежачок себе с утра, не поленились, то здесь тоже есть чем заняться. Например, поиграть в водное поло, аэробика. Инструкторы постоянно чем-то развлекают посетителей этого прекрасного отеля. На территории работает 2 бара, кафешка работает. Чай там вкусный в кафешке. Но сейчас не об этом. Сейчас мы будем говорить только о плюсах этого отеля. Тут можно поплавать, повеселиться, покататься на горках. Вот аэробикой заняться. Обслуживающий персонал здесь 10 из 10. Ну, лежачки, правда, не все в тени. Некоторые на солнце придется полежать. Но есть лежачки и в тени. Только их надо занять вовремя. А так все замечательно. Если заняться нечем, можно постоять очередь в баре. Побеседовать со стоящими в очереди по-немецки или по-турецки. Bomba! Hello, bro. Good. Okay, me. Bunu da çek. Такая очередь в бар. Можно побарствовать в баре, можно покататься в аквапарке на этих прекрасных горках. Вода теплая в бассейне, ну море 25, в бассейне так вообще парное молоко. Мы не часто, но приходили иногда покататься на этих прекрасных горках. Поиграть в теннис здесь же можно. Бесплатно. Правда, опасно, шарик не улетел бы в воду. Мы играли один раз. Все было прекрасно в этом отеле насчет отдыха. Вот один раз, когда мы шли вечером на пляж, мы попали на пенную вечеринку. В основном мы отдыхали на пляже, поэтому мы только урывками видели все развлечения в отеле. Или когда приходили на обед, или когда уходили после тихого часа. Тогда еще что-то можно было поснимать. Про пенную вечеринку я вообще забыл. Это было вроде на 2-й или на 3-й день. У меня больше 1000 видео. Я вот только ее увидел, даже сам удивился, что мы были на пенной вечеринке. Вот до чего. Сколько видео я наснимал. Вот так вот веселяться. Ну, я думаю, что пенные вечеринки здесь не каждый день. Сколько мы ходили, больше ни разу не видели за 2 недели. Так что надо постараться, чтобы попасть на пенную вечеринку. Ё-моё!
Как вовремя. Также можно, если вам повезет, доехать до пляжа на шаттле по этой тенистой дорожке и посмотреть на черепашек. Но черепашки только утром. И отдохнуть на пляже этого прекрасного отеля Кастивал. На пляже тоже есть чем заняться. Можно поиграть в волейбол 2 раза в день до обеда и после обеда. Кроме волейбола еще есть игра питанг, где бросают металлические шары. Чей шарик ближе к цели, та команда и выигрывает. Целью является маленький шарик. Питанг я как-то не снимал. Как-то скучно. Ну, не знаю, может, забыл просто. В основном все играют в волейбол. Весело, дружно. Один даже получил травму, вывихнул ногу, ходил потом на костылях. Так что весело всем было. Отдыхаешь на ура. Кроме волейбола и питанга, можно полетать на парашюте за 70 евро, покататься на машинке. Самое главное, что все это снимают с квадрокоптера вас. Очень прекрасное видео. Не забудьте купить видео. На ватрушке покататься, на банане. Ну, все цены я озвучивал в предыдущих видео, поэтому я не буду повторяться. В общем, есть даже чем на пляже заняться. С 12 до 4 можно еще и закусить, не только выпить. Все остальное время только можно пить. Ну и самое главное, что на пляже есть Средиземное, чистое и теплое море, ласковое. Вот большой плюс. Большой плюс отдыха на пляже, а не в отеле. Ну, правда, кто зачем приезжает. Вкус и цвет товарищей нет. Это 2 отеля, где не занимают с утра лежаки. Всегда есть место. Потому что здесь отдыхает 5-10 человек. В нашем отеле время 7:30, вон все идут и идут и идут. Уже занято сколько лежаков. К 11 у нас уже места нет на пляже. Люди уже переходят на соседние отели, на соседние лежаки и ложатся здесь. Потому что у нас лечь уже негде в 11. Представляете качество отдыха в этих соседних отелях? Что слева, что справа. Наш отель полный. А тут что за качество отдыха? Итак, 90% я гулял до Каменного пирса в 11-12. И все полупустые пляжи. Полупустые отели. Может быть, это, конечно, в мае месяце. В сезон все заполнится. Сейчас заполняются только лучшие отели. Это бар соседнего отеля. Тоже у них все включено, народу полно. И в наш бар. Вон Оля идет. В нашем баре сколько народу. Мне даже страшно подумать, что ждет туристов в этих соседних отелях. Поэтому мы так долго и выбираем отели. В следующий раз мы поедем в район Кемера. Мы выбрали лучшую 4
по отзывам посетителей. Слава богу, туда еще не ступала нога блогера. Есть только несколько видео отзывов от посетителей, натуральные отзывы. Немного отзывов на разных сайтах я читал, что этот отель приравнивается к 5. Особенно питание и отношения. Что еще надо человеку? Чтобы питание и отношение было человеческое. А все остальное, там пятна на потолке, или как там пишут, нет шоколада, каладием с утра. Ставлю минус. Так что следующий отель будет в Кемере. Прекрасный, 4. 160 тысяч он в январе стоил. А этот нам обошелся в 205 на 13 дней. Так что подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете, какой лучший отель в Турции. 4 в Кемере. Пока будем смотреть отель Кастивал. Все плюсы и минусы. Продолжим просмотр и обсуждение наше. Всем спасибо, кто смотрит наше видео и подписывается. Ну, из плюсов еще работает 2 бара до 11 часов. Ну, я и после 11 брал, написано после 23:30 платно. Я и в 23:15 брал напитки. Все бесплатно. Мексиканской текилы, как говорят блогеры, бесплатно здесь нет. Коньяк так себе. Виски съедобные. Я пил водку с томатным соком. Потому что через 3 дня от сухого у меня стала изжога. Белое вино нормально. Сухое Оля сидела на белом. Красное более мягкое такое вино. Хорошее, сухое. Пиво и водка вот в этом баре исключительно вкусные. Мы брали только здесь. Старались. В остальных барах, что на пляже, что у бассейна, пиво как-то не очень, а водка вообще несъедобная. Как говорят блогеры, все зависит от бармена. Ром я не пил, а водку с томатным соком исключительно. 50 на 50 разбавляешь и нормально, погнали. В этом баре можно пиццы пожевать, картошка фри, которая жуется губами, и наггетсы. Ну, пицца одна большая, но она небольшая, такая средних размеров пицца. Нам слишком много было. Мы один раз попробовали, съели 2 пиццы с голодухи, потому что 11,5 часов летели, а поесть уже нечего. Обед уже прошел. Пицца была вкусная, с пивом. Ничего плохого не можем сказать. Больше мы ее не ели, потому что это слишком много для нас, слишком большая пицца. У нас были контейнеры, мы брали бутерброды, яйца, вареные бутерброды с сыром. И ходили на пляж с бутербродами. Или в кафешке. Можно перекусить только сладким, пирожным. Кафешка работает до 9. Там можно и чая, и пирожных поесть. А больше поесть здесь негде. Такой замечательный отель. Только надо найти, где поесть. Есть вот такой замечательный спортзал. Тренажеры все новенькие, рабочие. С видом на бассейн, на пальмы. Бар какой-то есть, но бар не работал, когда мы заходили посмотреть, что там. Народ занимается, веселится, с удовольствием, лица довольные. Так что вот такой спортзал есть на 1 этаже кафешки. Есть вот такая замечательная там релакс-зона или фотозона. Апельсиновая роща мы ее называли. Для занятия аэробикой.
для фотошопа. Очень красивые зоны. Кругом живые цветы. Вот такая примерно там занимаются аэробикой, лежат, читают, качельки там. Но когда мы приехали, зона не работала. Аэробикой занимались возле бара. Лобби-бар и аэробика. Это совместимо. В духоте тут, ну, правда, не так душно, но занимались, в общем, здесь, на полу. А эта зона была, сколько мы были там, она была всегда закрыта. Открывают, наверное, ее по праздникам или для блогеров. Мы не праздник и не блогеры. Для нас эта зона была закрыта. Ну, туда подняться, только пофотографироваться. Так видно сверху, что там творится. Ну, красиво, конечно. Апельсиновые деревья, красота неимоверная. В общем, мы особо не расстроились, что не попали туда. Главное, видно все. Полюбовались. Все было очень красиво. Может быть, вам удастся попасть. Пишите, кто попал в эту релакс-зону и пофотографировался. 2 недели висела вот эта табличка. И калитка закрыта. Интернет в этом отеле бесплатный. Вот возле бассейнов мы пользовались интернетом в номере. Интернет прекрасный был. И на пляже, в баре мы пользовались. Ну, в этом баре можно поесть пиццу, картошка фри и наггетсы. Так что в 2 часа пообедал и до 7 свободен. Если только пиццы поесть. Или в кафешку сходить. Пирожное поесть. После тихого часа мы ели иногда вафли. Ну вот одну вафлю мы взяли, вернее, с мороженым. Мороженое ели постоянно. Вафлю одну попробовали, венскую. Ну, вафля нам не очень понравилась. Как-то вафля. А так можно сходить в кафешку, поесть пирожных, перебить аппетит. Или пиццу. Мы брали и пиццу, разрежешь ее на 4 части в контейнер и на пляж. Если не успевали до 4 на пляж, потому что в 4 там закрываются, уже не кормят. Поэтому лучше приносить с собой или бутерброды, яйца. Пиво я не могу пить просто так. Мне ничего не кушать. 12:30 пообедал и до 7 ждать ужина. А так сидеть только на сладком, если. Или пиццу. В общем, такой веселый отель. Надо все время искать продукты питания и думать, что ты будешь кушать завтра или через час. Все должно быть с собой, все продумано. Тем более такие, как здесь пирожные, тут много не съешь. Это тебе не в Египте было. Или у нас в России. И в 9 часов поужинал, и все. До 11:30 отдыхаешь. Так что праздника живота не ждите в этом отеле. Пирожных много красивых, но толку от них не очень много. Ну а так что я вам могу сказать? Берите с собой контейнеры в этот отель, и будет на вашей улице праздник. Готовить здесь, мягко сказать, не умеют.
Особенно мясо, курицу, даже кролика. Отбивные какие-то, отбивные. Что, отбивают все в этих отбивных говяжьих. Рыба на гриле, ну, очень пересушена. Никакой соус тартар там с креветками не поможет. Экзотический вкус соуса тартар. Если дерьмо намазать соусом тартар, ну какой может быть экзотический вкус? Только баранина здесь 10 из 10. Очень вкусная баранина. Я и по 2, и по 3 порции брал. Прекрасная баранина, рис, паста. А мясные блюда здесь готовить, извините меня, не умеют. И блогеры питаются вот этим всем. По отелям ездят, бедные блогеры. Все это хвалят наперебой. Если бы, конечно, лучше ничего не ели, этого языка и этих шашлыков, то не знаю, как вы оцените. В Анапе бы все бы эти столовые уже давно закрылись. А блогеры бы потеряли всех подписчиков, если бы они так рекламировали это все. А здесь я не понимаю. Все аплодируют, Никто ничего против не может сказать, что здесь такое творится. Может быть, это только нам тут все не понравилось. Правда, не все. Голодным не будешь. Здесь есть что поесть. Даже жена похудела на 3 килограмма. Тоже плюс. Но я читал и про другие отели, и смотрел видео от простых отдыхающих. И Нирвана, Дольче Вита, и Дельфины, Топия в Алании, такие лучшие пятерки. И питание везде оставляет желать лучшего. Особенно мясо. Даже пюре везде химическое, в хлопьях. Но пюре хоть все равно съедобное. Не такое пюре, как мы отдыхали в Алании, Gold Twins отель. Мы им поставили 0 звезд. Там вообще какой-то клейстером нас кормили, которым обои клеят. Но ничего, мы выжили 2 недели. Так что питание, я так думаю, в Турции везде одинаковое. Пирожное заказывают оптом в Манавгате на кондитерской фабрике. А мясные продукты, курицу, рыбу просто не умеют делать вкусно, как у бабушки. Я не думаю, что в этом виноваты ательеры, а в этом виновато количество отелей, несколько тысяч, где набрать всем французских поваров. Или просто нет желания вкусно готовить, как готовит у меня жена или сестра, что пальчики оближешь. Может, мы просто избалованные этой вкусной едой, и поэтому мы не понимаем все прелести турецкой пищи. В общем, об этом отеле можно говорить вечно. Итог такой. Отель стоит своих 5 звезд. Я всем советую поехать туда со своими контейнерами. Но не питать иллюзий и жевать губами вы там можете только картошку фри, которая вкуснее, чем в Макдональдсе. Комплимента от отеля вам тоже не будет. Никто к вам не постучит в дверь, как мечта путешественника. Сидит с камерой, вот кто-то стучит. Вы посмотрите, заносят бутылочку винца и фрукты. Постанова чистой воды. Так что еду вы будете добывать сами и думать, где и во сколько успеть перекусить, пока не закрылось. Место на пляже тоже надо занять пораньше. Думайте, что кто-то за вас займет вам место. В столовой также.
Если вы не успели, будете ужинать стоя. Вечером без 10-9 можно набрать побольше еды и сидеть до 11, до 12, только ходить за напитками. Это мой совет, чтобы не сидеть весь вечер голодным. Ну а так, обслуживающий персонал, релакс-зоны, интернет, все это просто превосходно. Я всем советую поехать в этот отель, потому что остальные отели вокруг него настоящее, ну, в общем, такое нехорошее слово. В следующий раз едем в Кемер, в одну из лучших четверок Турции, по отзывам туристов, но не блогеров. Так что пишите, комментируйте, ставьте лайки. Кто досмотрел до конца, кто подписался, всем спасибо. Всем пока-пока. Может, я, конечно, еще какое-нибудь видео скомбинирую из своих 1000 видео. Но пока надо заканчивать. Итак, видео затянулось. Все, всем спасибо. До новых встреч.